Нахожусь я в Кутайской деревне. Здесь на самом деле очень много непривычного для меня. В основном это вот как у них построены крыши домов. Шкиты вон играют маленькие китайские. Кукурузу собирает. Ну, местность здесь, сразу скажу, находимся на юге, поэтому она очень такая горная. И в основном все дома здесь расположены на горной местности. Вот как ступенька построена. Но учитывая, знаете, горную местность и ландшафт Кыргызстана, у нас же селей очень много. Я здесь у местных жителей спрашиваю, у вас сели бывает? Нет, у нас здесь селей не бывает никогда. Почему? Потому что горы, они в основном каменистые. Бывает у них здесь только камнепад. Поскольку здесь местность очень каменистая, и на дороге могут выпасть камни, они здесь падают, судя по тому, что на дорогах валяются камни, маленькие валяются. Поэтому такие вот предупреждения есть об опасности камнепада, особенно в дождливую погоду. Если обратить внимание, вон там вон поля. Не поля, а горы. И вот эти все горы, они засеяны кукурузой. Короче говоря, здесь кукуруза на кукурузе кукурузой погоняет. А вот такие у них интересные дома. Для нас, иностранцев, это, конечно, непривычно. По крайней мере, для меня. Но у них здесь в основном крыши домов вот такие плоские. Даже если сейчас будет возможность, подойду поближе и буду поснимать. Вот отсюда, наверное, будет хорошо видно. Вон крыша, там вода, вон там еще вода. А вон те маленькие бочки, если их видно, это, ну так сказать, не Аристон, а водонагреватель, потому что Аристон это компания, которая выпускает сами бойлеры. А вот на крышах у них вот такая вода. Я когда первый раз пришел сюда, думаю, зачем вода? Может быть, они используют ее для того, чтобы, ну, для усадки бетона, поскольку когда я на стройке работал, там тоже использовали воду, часто поливали бетон, чтобы он быстрее усаживался. Но они здесь вот эту воду на крышах специально используют, чтобы летом в доме было прохладно. Ну, есть вот такие крыши, конечно, но в основном здесь крыши вот такие вот небольшие, точнее плоские такие. Специально в дождь здесь вода скапливается, или же шлангом ее подают прям туда. Здесь практически 99,9% домов с вот такими вот крышами. Помните, в детстве, в деревнях, да даже в городах, у нас ходили тетушки и продавали молоко. По утрам кричали: молоко, айран, кефир там. И мы с утра бежали с банкой и покупали молоко, когда нас мама отправляла. Вот грузовичок, который только что проехал, вон туда, он тоже продает продукты, но не молоко, а мороженое. И кричит он: пифа, щега, пифа. Что в переводе значит пифа — это оптом, щегао или бенсилин — это мороженое. Здесь тоже один грузовичок уже проехал, он фрукты продавал. Здесь вот теперь мороженое продают. Странно, мороженое летом. Ну, в принципе, да, здесь магазинов не очень много, но поэтому вот такие вот грузовички ездят. Это у нас какой-то китайский местный барон. Не цыгане ли же тут случайно живут, которые заселились в Китае. Видимо, какой-то человек с деньгами местный построил себе вот такой вот дом. Красиво, красиво, дизайн такой вполне красивый. Сейчас вот дальше в деревню пойдем, я вам там уже покажу местных жителей. В основном здесь живут сельские жители в этой деревне. Но вот я куда бы ни пошел, где кукуруза? Кукуруза на кукурузе. Че лаешь? Свои. Мы уже
третий год в Китае, не лай. Не признает меня китайский пес. Ну, очень интересная деревня, жители здесь такие вполне удивляются, видя на меня. Может, я одет не так, как-то не по-ихнему. Но я не понимаю здесь местного ихнего диалекта, потому что путунхуа, мой китайский, ну и многих иностранцев, которые учат китайский язык, но они здесь общаются на своем местном диалекте, который я практически вообще не понимаю. Понимаю только процентов, наверное, 20-25. Так что здесь тяжеловато приходится немножко. Молодежь может быть как-то, но в основном пожилые люди, они разговаривают на местном диалекте. Так что в плане общения с ними у меня, конечно, возникают очень такие хорошие трудности. Путунхуа они понимают, но разговаривают они на своей речи. Я их с трудом понимаю. Пожилые люди среднего возраста понимают, но пожилые люди абсолютно ноль. Мало кто понимает. Путунхуа — это общий разговорный китайский. Он был принят после реформы китайского языка в 49-м, по-моему, году. Потому что до этого сами китайцы друг друга не понимали. А когда Китай принял Путунхуа, то китайский он стал более стандартизированный и более доступный, чтобы они не только мы иностранцы, но чтобы они друг друга еще понимали. Вот я вам покажу спереди такой прекрасный, красивый ландшафт. Ветер, правда, дует, может, он немножко микрофон сейчас будет звук искажать через микрофон, но вот опять же кукуруза. Везде кукуруза. Кукуруза у них здесь как второй, второй, как это называть-то? Второй еда после риса. Вон снизу кукуруза, везде кукуруза. Вот такой вот красивый ландшафт, дома аж построены вон до туда. Не до верхушки, но прям чуть-чуть до верхушки горы они построены, эти дома. И тут же пролегают ЛЭП. Я, конечно, удивляюсь, как они строят вот эти вот высоковольтные линии в горах. Для меня это, если с технической точки зрения посмотреть, очень интересно. Уже отдышался, потому что все вверх и вверх. Вот так вот на этих машинках еще продают, ездят, продают фрукты. Там мороженое еще продают. На таких вот этих, как они называются, я уже русский забыл. Пикапчиках маленьких, грузовичках малотоннажных ездят и продают. На вот этом вот большом участке, вот красные листья, это все засеяно, оказывается, киви. При том, что на кукурузные поля, в принципе, можно заходить, но сюда вот запрещено заходить. Это, наверное, чей-то очень большой бизнес. Частная территория. И они растут на вот таких вот сетках. Не из земли, а именно подвешены. Ну, примерно как виноград. Киви. Здесь еще, кажется, выращивают киви, кукурузу. Основной урожай собирают тут из киви и кукурузы. Будете оштрафованы на сумму от 2 до 5 тысяч юаней. В переводе на доллары это около... Так, сейчас у нас курс какой? Это получается около... Сейчас. Блин, математика. Валентина Ивановна, извините меня. Ученица моя по математике. Это получается около 400 долларов. 350-400 долларов в районе, если в среднем брать. И он еще табличку, что запрещено здесь разводить акулу. Но дороги здесь очень такие, видите, узкие. Поэтому здесь не ходят общественный транспорт, во-первых. Во-вторых, в основном здесь ездит грузовой транспорт или автомобили, но, как обычно, им очень трудно разъехаться. Поэтому вот в таких дорогах они очень редко встречаются. В основном здесь в приоритете пользуется двухколесный транспорт, то есть мотоциклы. Мы идем все выше и выше. Позади нас вот такой вот красивый пейзаж. Красиво на самом деле. Горная местность такая.
Чем-то напоминает мне даже Кыргызстан. Что в Кыргызстане тоже такая природа такая же красивая. И ландшафт такой же классный. Эх, починить бы этот автомобиль. Да смысла нет. Его только как учпособие использовать. Жопа опелевская, но машина какая-то китайская. Судя по вот таким надписям, мы сейчас прибыли в Лонгму-Цун, в деревне Лонгму. То есть здесь, как я понял, судя по вот этим табличкам, я вчера вон туда ходил, там другая деревня, там дальше другая деревня, здесь другая деревня, дальше другая деревня. Вот так вот здесь получается много деревень. Это какая-то страховка. Что-то со страховкой связано. Вот это вот здание, это место, где собираются местные жители и что-то там обсуждают. Ну, если переводить на наш язык еще с Советского Союза, такая речь, сельсовет, по-моему, назывались такие места. И сверху вот одна надпись гласит, что, ну, переведу на русский примерный смысл. Те, кто не следует указаниям партии, те, как бы это перевести-то? Те не в единстве с партией. То есть они идут своим отдельным путем. Такие вот надписи еще как в Советском Союзе. Ну, грубо говоря, эта надпись призывает к тому, чтобы люди всегда были вместе с партией и следовали указаниям партии. Без партии никуда. Указания партии самое главное, самое важное. Ну, судя, да, вот по вот этим надписям и самому зданию, здесь проводятся собрания местных жителей. Бобик, Шарик, ко мне. Песик. Песик, песик. Пошел на собрание. Ну, уголок, так скажем, о безопасности здоровья. Аналог нашего ОБЖ. Поскольку здесь местность, она дикая. Очень много непонятных растений, то здесь вот, допустим, указано, что какие виды грибов нельзя есть. В общем, чтобы местных жителей предупредить, каким это последствиям может привести. В течение 10 минут, в течение 72 часов необходимо позвонить в больницу, обратиться к врачу. В общем, вот такие вот указания здесь, чтобы местные жители, уходя высоко в горы, не ели, что попало. Вот как раньше писали китайцы, сейчас они пишут, как мы, обычные люди, получается, слева направо, сверху вниз. Но раньше они писали вот так. Ну, аналогично, наверное, как арабы, но единственное, они писали столбик. То есть вот начало, второй столбик, третий, четвертый, там пятый дальше не идет. Здесь, видимо, писал какой-то каллиграф. И писал он традиционными иероглифами. Но единственное, что я понял, гонги, да. Вот этот традиционный иероглиф, он сейчас так не пишется. Это тим, это гостиница. Это, по-моему, ментье. Ну, в общем, вход в общественное место. Наверное, это какое-то здание. Здесь в основном все иероглифы, они не все, но часть из них, они традиционные. Потому что вот эти иероглифы, я даже сейчас не знаю, что за это иероглиф, потому что он традиционный. Раньше вот китайцы, они писали вот такими традиционными иероглифами. Вот это тим, это гостиница. Это я сейчас с помощью словаря ввел и перевел. А еще рядом, точнее на другой стороне, это, знаете, у нас у кыргызов есть такое вот понятие, называется ашар. Ашар — это когда мы много людей, они скидывают определенную сумму и вместе строят какой-то дом кому-то, либо родственникам. Ну, это у нас очень принято у кыргызов. У китайцев же есть тоже аналог ашара, вот здесь гонгде пан.
Это, в общем, здесь вот имена. Симим, Тинье или Тиньу. То есть, кто какую сумму вложил в постройку вот этого вот небольшого такого здания. Вот здесь имя пауки, а вот здесь сумма. То есть, самую большую, то есть, здесь идет, возрастает, и по убыванию идет вот самая маленькая сумма, это вот 50 юаней, кто вложил. Вот так вот прям на стене все пишут, чтобы было понятно и наглядно видно, кто сколько вложил. Интересно, однако. Кыргызам тоже надо бы такое сделать. На стенах какого-нибудь построенного дома вот так вот прям выбивать, чтобы было видно, кто сколько денег вложил. Ну вот китайский ашар вот так вот выглядит. У нас вот у кыргызов тоже есть, и у китайцев тоже есть. Это было построено в 17 апреля 2021 года. 2000. Вот здесь вот иероглифами написано 2021 4 месяц, это апрель, и Шичи, это 17 число. Свиней разводят, там хряки. Детишки играют. Привет! Привет! Стесняется? Привет! Ну и запах, конечно, извиняюсь, от свиней. Я немножко в городе жил. Немножко не привык. Долгое время жил-то в городе, и к деревенскому запаху. Он такой резкий от свиней. А вот еще китайцы, вот эти надписи, они по-китайски называются дуэлен. Ну, это обычно китайцы вешают различные надписи. В основном они вешают там счастье, означает благополучие. При входе в дверь. На окна тоже по бокам вешают. Вот такие вот надписи.